Добрый день, друзья, коллеги. Этот ролик, я давно обещал вам сделать по прессу. В первую очередь мне хотелось бы, чтобы этот ролик посмотрели молодые врачи-стоматологи, зубные техники, которые не сильно искушенные, дабы не быть обманутыми. Дело в том, что несколько лет назад, где-то 7, может быть 8, я увидел на Фейсбуке фотографию, как некий человек осуществляет прессование кирпичами. При этом еще там в опоку насыпает остатки литников. Я так пришел немножечко в шок и обратился к ведущим нашим светилам стоматологии. Спросил, как такое может быть и как они вообще это так пропускают и смотрят, ведь это же наносит вред здоровью пациента, это обман стоматологов, обман пациентов. На что они мне ответили: Игорь, а ты видел этого человека? Я говорю, да. Они говорят, ну и тогда о чем с ним разговаривать? Пусть о нем разговаривают врачи-стоматологи. Я так думаю, что некий человек, значит, прессовал кирпичами, потом некий человек из Кореи увидел это, видимо, решил помочь коллеге и сделал, я называю это мясорубкой. А теперь у нас в России, значит, стартанул турне, в котором наши коллеги говорят, что ручной пресс это супер, он может все, и можно прессовать любые виды керамики. Но на сайте, например, у производителя написано, что для, например, прессования вкладок нужна другая субстанция, назовем это так. Поэтому я вам хочу рассказать, из чего все началось, почему нужно выбирать другие печи с моей точки зрения, и вообще развитие безметалловой керамики. Что представляет из себя эта система, то, что я посмотрел у них на сайте. Значит, к этой мясорубке была добавлена муфельная печь и платиновая фольга. Платиновая фольга в стоматологии применяется, не знаю, с начала века, может быть раньше. Поэтому сильно нового ничего не увидел. Я понял так, что ребята просто зарабатывают деньги. Я считаю, что для этой технологии очень подходит, слово такое есть, очень тоже модное, окно Овертона. Если кто не знает, можете погуглить, чтобы время не терять. Ну или, например, была цивилизация какая-то, да, цвели пальмы, прекрасные дворцы, великолепная природа, налаженная инфраструктура. Потом бах, катаклизм, назад к предкам, деревянные игрушки, трудное детство. Теперь вспомним, как все это развивалось на самом деле. Значит, в 80-е годы, а точнее в 83-м году в Цюрихском университете велись две параллельные разработки. Одну параллельную разработку возглавлял Вольфган Воленд. И он запатентовал метод прессованной керамики. И был приглашен в компанию Ваклар и Вадент. Параллельно с ним другую разработку возглавил профессор Мёрман. И он предложил выпиливание керамики. И появился первый каткам. И он был вдохновителем технологии ЦЕРЭК. Эта технология получила больше отклик у врачей-стоматологов, так как эта идеология была лечение и посещение пациента за один прием и временная замена амальгамовых реставраций. А метод, например, прессованной керамики получил больше отклик от зубных техников, потому что на тот момент технология ЦЕРЭК была не так хороша, как теперь. А в прессованной керамике мы могли делать более эстетичные работы и более обширные. И больше возможностей у нас было, больше материалов. Наряду с этим, допустим, у компании Денспly был материал Аптек. Это то, что сейчас называют модным словом рефрактор. Он был уже в 80-х годах, как я уже говорю, да. А у компании Vita была система Vita Inceram, на которой мы делали колпачок, в специальной печи его запекали. После чего этот колпачок инфильтрировался лактановым стеклом. После этого коронка пескоструилась, обрабатывались излишки и уже наносилась керамика. Таким образом, в 90-е годы появилось 3 ведущих лидера в области безметалловых технологий. Это и Ваклар и Вадент, компания Сирона
и компания Vita. Но цирк-технология развивалась, может быть, не так быстро, как хотелось, а метод прессования развивался очень хорошо. И у Эвоклара был патент, там на 10-15 лет, по-моему. И вот во время этого патента никто не имел права изготавливать ни печи такие, ни материалы. А попытки были. Была, например, такая компания Generic Pendrum, которая тоже сделала печь, сделала материал и начала продавать. Это американская компания. После чего у нее пошли суды с компанией Эвоклар и Вадент. Суды они все проиграли. Это закончилось тем, что эта компания больше зуботехническим оборудованием не занимается вообще. Как только закончился патент, насколько я помню, первыми выпустила прессовочную печь компания Dentsply. Потому что результаты были очень хорошие, пресс был востребован. Когда я подошел на стенд компании Dentsply и спросил, что может это прессовать печь, а в то время у компании Эвоклар и Вадент уже был первый литиум-дисиликат, он назывался Impress 2, на стенде мне представители сказали: нет, пока мы делаем только коронки, одиночные вкладки и виниры, но мосты тоже будут. Эта технология находится в разработке. Вы можете купить у нас печь, можете купить у Эвоклара блоки, если вам нужны мосты, и как бы прессовать и без проблем. И начались проблемы. Значит, смотрите, Dentsply, серьезная компания, вакуум есть, печь есть, поршень есть, давление есть и проблемы. Дело в том, что компания Эвоклар и Вадент, она придумала эту технологию. Теперь эта технология называется Impress Original, то есть как бы первоисточник, да. И она разрабатывала эту печь. Вот ход поршня, время выдержки, вакуум, температура. Исключительно для своих материалов. Потому что у компании Эвоклар и Вадент была и печь, и материалы. Так остаются до сих пор. И, например, прессовочная печь, выпущенная в 80-х годах, прессует без проблем материал, который выпущен, например, там, в 2010 году, или там, вот, позже, или раньше. Потому что они все это подстраивают и высчитывают. Компания Dentsply сделала аналог материала. Мы не будем говорить, он хуже или лучше, он другой в то время. И значит, ход поршня и вакуум, и температура, они разрабатывали под свои материалы. Получалось, видимо, несовпадение. Поэтому были проблемы. Но они понимали, что пресс это очень хорошо. Тогда еще Сирон им не принадлежало. Они сделали пресс. Значит, компания Dentsply ушла от Аптека, выбрала пресс. Компания Vita тоже участвовала в цирк технологии. Была технология Vita Inceram, которая позже была вытеснена диоксидом циркония. Но они тоже сделали прессовочную печь, потому что тоже считают, что печь это круто. Теперь послушаем, цитирую, что говорит компания Vita. Например, про свою топовую печь Vacuumat 6000 МП. Автоматизация процесса прессования обеспечивает гомогенность керамического материала во время вспрыска в опоку. Второе. Точный контроль температуры в пределах плюс-минус 1 градуса Цельсия гарантирует сохранение оптических и физических свойств материала, прочность на изгиб, транслюцентность, цвет и тому подобное. Отклонение же температуры в пределах плюс-минус 15 градусов приводит к ухудшению заданных производителей свойств. Пресс материала, контроль скорости прессования в зависимости от объема и толщины реставрации гарантирует пропрессовывание тонких участков, внимание, и отсутствие воздушных пор в толстых участках. Это Vita гарантирует. Недостаточному ручного прессования компания относит то, что муфельные печи, как правило, я с ними согласен, не обеспечивают точность поддерживания температуры, ну и кроме того их обычно не калибруют. Отсутствие автоматического контроля при плавлении пресс-материала в муфеле создает риски в достижении нужной для вспрыска консистенции. При повышении температуры время экспозиции в муфеле для достижения лучшей текучести начинается неконтролируемая фаза кристаллизации материала. Промедление во время ручного прессования
может привести к быстрому снижению температуры опоки и пресс-материала с последующей недопрессовкой. На каждом этапе ручного прессования всегда существуют высокие риски грубых ошибок. Те, кто работает на автоматических пресс-печах, знают, что вкладки, коронки и виниры имеют разное время прессования. Например, компания Ваклар Виваден говорит, чтобы проверить и правильно выставить температуру, нужно откалибровать печь и после этого провести тест. То есть отпрессовать мостовидный протез, который идет в комплекте с печью. И вот на этой контрольной прессовке мы видим, все ли у нас везде хорошо. Значит, винир прессуется одно время, вкладка другое, там мост третье. Как вы представляете себе на ручном прессе медленное прессование, чтобы не остыла опока, 15 минут. Да даже 5 минут. Вот так вот медленно, плавно, вот, чтобы ничего не остыло. Ну, как-то я не знаю. Значит, у компании Vita тоже очень давно прессовочная печь. Значит, они тоже, с моей точки зрения, понимают, что пресс это очень хорошо. Вот. Но у них тоже другие материалы. И вот давайте, например, разберем, вот, ну, на примере, например, Сироны. Да? Вот фрезерование шпатовой керамики отличается от фрезерования стеклокерамики, отличается от фрезерования дисиликата лития. А дисиликата лития сейчас очень много, и они все разные. И поэтому компания Сирона, она для своих партнеров, таких как Ваклар Виваден, Vita, она разрабатывает сама стратегии фрезерования. И вот стратегия фрезерования шпатовой керамики отличается от стратегии фрезерования, например, Эмокса. То же самое с прессом. Материалы все разные, и вот эти температуры, и вакуум, и вот все параметры, которые вводит производитель, то, за что он отвечает, он делает под свои материалы, а не материалы для всех. Ну, значит, дальше они в своих лекциях рассказывают, показывают рост кристаллов лицита. Вы знаете, я вот такие фотографии даже из презентации давно выключил. Потому что если мы сейчас посмотрим рост кристаллов лицита у Виты, рост кристаллов лицита у Денсплая там, или у Сироны, там рост кристаллов лицита еще у кого-то. Вот они все будут разные, да. Я считаю, что вот эти фотографии, они, во-первых, про них должны говорить, наверное, сотрудники компаний. Там же физика, химия. И этими фотографиями, я считаю, профессора меряются. Да? Они вот говорят, вот мы придумали материал, вот смотрите, у нас вот так. А дальше все это уходит к независимым экспертам, они сравнивают и выдают свои оценки. Вот я не увидел, кто оценил вот, и доказал, что вот этот пресс вот так вот прессует его, что такие кристаллы. Потому что научного обоснования у этого ничего нету. Вы вот знаете Дэвида Копперфильда? Вот он же летает, да, крутит вокруг головы факелом и не падает. Вы верите в то, что он волшебник? Он иллюзионист, значит фокусник. Ну, я считаю, то, что показывают это ребят, тоже фокусы. Дальше они, например, на сайтах на своих сравнивают свою технологию, например, с программатором 3010, с новым, да, цену показывают. Вот это Zero стоит, это стоит вот программат. Да, разница есть и большая. Но вот ведь же можно купить не новую печь, а, например, и не обязательно 3010, можно купить, например, комби от Ваклар Виваден, да. Ну, смотря что вы хотите прессовать. Можно купить даже ЕП-500 печь первого поколения, и она будет прессовать, и она будет стоить не дороже Зероса. Но вы можете ее купить, пройти какой-то минимальный курс, нормальный, адекватный на этой печи, и прессовать очень долго и счастливо много лет. Опять листаю фотографии. Ребята в лаборатории, да, вот они, значит, ведут лекцию по Зеросу, а рядом у ребят в лаборатории, в которой они этот курс проводят, стоит печь комби. Это значит что? Они там предложили выбросить комби и купить Зерос? Вообще не смешно. Теперь переходим конкретно к ручному прессованию. Вот даже в Корее эти результаты, я официально делал запрос, вот, просил как бы данные. Продажи не упали даже в Корее, ни у компании Ваклар Виваден,
ни, по-моему, Виты. Коллеги из Кореи, сколько я не спрашивал, все писали, да, мы знаем, пробовали. 10-15 прессовок, начинаются проблемы, эта технология уходит под стол, там стоит. Коллеги с Украины, там, Белоруссии, там, Казахстана, ну, наше все постсоветское пространство, которое как бы стремится в Европу, да, когда у них спрашивают, они все смеются и говорят, не-не, эта технология продается только в России, они же там дураки. А я себя дураком не считаю, я обиделся. Я обиделся не на коллег из других стран, а на то, что да нет, не все у нас здесь тоже это покупают. Ну, не дураки мы вовсе. Я прессую, не знаю, больше 20 лет, и все у меня хорошо. Теперь давайте посмотрим рекламные картинки с сайта производителя. Можете поставить его куда хотите. Подходят любые виды керамики. Все, что вам нужно, то есть как это, дави со страстью и энтузиазмом в 21 веке вообще best. Картинка номер 2. Обратите внимание на литники. Литники очень толстые. Ребята перестраховываются. Смотрим на картинку еще раз внимательно и видим, что это не полноанатомическая форма, а часть анатомии, которую потом нужно допекать массой керамической. Так как материалы последнего поколения у всех производителей позволяют работать в полной анатомической форме. И везде во всех инструкциях написано, что материал напрессованного материала должно быть всегда 70%, а облицовки только 30%. Когда мы прессуем в печи автоматической, то мы не вынимаем опоку, когда заканчивается прессование, а ждем, пока температура не опустится до 600 градусов. Иначе в этом месте может быть стресс. И чем толще литник, тем больше это стресс. И это тоже как бы уже доказано и рассказано. Дальше литники такого размера могут влиять на цвет и структуру материала. Дальше, когда мы начинаем литник обрезать, те, кто знают и прессуют, знают, что это очень такой нежный плавный процесс, чтобы не перегреть керамику. И чем меньше после пресса мы работаем с нашим изделием, короночкой, там, вкладочкой, да, то это очень маленький оборот, и везде написано, что чем меньше мы это делаем, тем лучше. Потому что всегда может быть стресс, и мы можем перегреть, и будут проблемы. Следующий человек спрашивает у производителя, а нужен ли вакуум вот, в технологии Xerox? А ему отвечают, просто вот прям вот картинка, смотрите, ему отвечают, мы пишем статью, а выводы делаете сами. То есть оборудование продается, статья еще пишется, а вы уже покупаете, ребята, и работаете. Очень странно. Следующая картинка. Клиент, не знаю как там, пользователь, да, связывается с производителем и выражает ему огромное спасибо за то, что тот ему помог отпрессовать вкладку на Xerox. Внимание, это чтобы отпрессовать в 21 веке просто какую-то вкладку, нужно связываться с производителем. Ну, это, блин, как-то очень тоже странно. Вот я примерно вам рассказал о том, как это все было на самом деле, как развивалась и продолжает развиваться пресс-технология. Ручное прессование никем, что оно вот лучше или не хуже, или хотя бы, чтобы вот такое возможно, оно никем не доказано, нигде нет никаких публикаций, и это никак невозможно проверить. А безметалловая керамика — это такая тонкая и нежная вещь, вот я не знаю. Мне кажется, это все очень похоже на фокусы или иллюзион. До свидания, спасибо за внимание, выбор за вами.